Всем привет! Сегодня я продолжу собирать радиоуправляемый пятитонник. Для этого я уже напечатал детали моста. За базу был взят мост с предыдущей модели. Его сборку вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Шестерни напечатаны из ПЛА пластика с оплом 0,4 мм и высотой слоя 0,2 мм. Мосты для пятитонника я сделал с быстросъемными кронштейнами амортизаторов и рычагов. Также доработал поворотный кулак, чтобы он не задевал кронштейны при повороте. Подшипники в крышках мостов теперь фиксируются вклеиваемой шайбой, чтобы они не расшатались и не выпали со временем. На шестерни наношу силиконовую смазку, которая не впитывается в пластик и не разрушает его. Все детали для сборки шасси уже напечатаны, мосты собраны, а электрика с покрышками закуплена. Можно приступать к сборке. Начнем со сборки мотор-редуктора. Нам понадобится коллекторный двигатель 540 типа на 27 витков и подшипники. Ссылки на подшипники указаны в подробной инструкции к модели, которую вы можете скачать по ссылке под видео. Посадочную поверхность подшипников нужно обработать дихлорметаном, тогда их будет проще запрессовать без специального оборудования. Обычно я использую струбцину. Далее к мотору необходимо припаять провода. На провода перед пайкой надеваю термоусадочную трубку. После того, как провода припаяны, боковой кромкой жала паяльника разогреваю термоусадочную трубку. Теперь я устанавливаю ведущую шестерню. Диаметр отверстия в шестеренке немного меньше диаметра вала, для того чтобы при эксплуатации мотора она не слетела. А для ее установки также размягчаю ПЛА пластик, из которого она напечатана, дихлорметаном. Это даст еще более надежное соединение пластиковой шестеренки с металлическим валом и упростит установку. Раздаточную коробку для пятитонника я взял с моего проекта КАМАЗ 8х8 в 10 масштабе. Она с понижением, ее передаточное число 2,9 к 1. Раздатка с мотор-редуктором собраны, и теперь на них можно установить карданные валы. Шлицевое соединение не должно иметь люфта и должно свободно двигаться.
Перед установкой крестовины необходимо наполнить ее силиконовой смазкой. Обратите внимание, в месте соединения должен отсутствовать люфт, допускается вращение крестовины с небольшим усилием. Дальше я устанавливаю мотор-редуктор и раздатку на раму шасси, которую собрал в прошлом видео. Устанавливаю мосты. К раме они крепятся на 2 рычагах и 4 амортизаторах. Прикручиваю оставшиеся карданы. Мосты, как и на других проектах, я оставил с разблокированными дифференциалами для меньшей нагрузки на валы и шестерня. Ссылки на электронику также указаны в инструкции к модели. Я использовал литий-полимерную батарею, регулятор на 60 А и трехканальный передатчик FlySky. После подключения электроники устанавливаю колеса. Каждое колесо состоит из 2 частей, потому что центральная вставка имеет мелкие элементы, которые необходимо печатать с другими настройками. Покрышки покупные, отлично подошли по размерам для этого проекта. Имеют поролоновую вставку и выполнены из довольно мягкой резины. Прикручиваю колеса электроотверткой, так как делать это вручную то еще удовольствие. Пора идти на улицу и испытывать шасси. Перед выездом я решил все-таки перепаять проводку и аккуратно прикрепить провода на стяжки. Для двигателя я взял более толстые и длинные провода, чем шли в комплекте, и провел их к батарее в задней части шасси. Но после финальной сборки батарея и регулятор переедут в багажник с легкосъемной крышкой. Шасси буду тестировать в скейт-парке.
На тестовом выезде шасси мне понравилось своей тяговитостью с оптимальной скоростью для покатушек по пересеченной местности, подвеской с большими ходами и большими углами заезда по переднему и заднему бамперам. Также на тесте я обнаружил болтающееся переднее колесо. При сборке была криво приклеена ступица. Исправил переустановкой ступиц. При старте в горку оказалось, что мосты слегка выкручивает. На таких автомобилях часто используют крепление моста на 4 рычагах. Но я из-за особенностей 3D-печатных деталей решил этот вопрос путем установки дополнительного амортизатора. Но из-за шаровых опор на амортизаторах кручение моста при старте осталось. Впрочем, это будет несложно исправить. Я уже доработал 3D-модель и напечатал новые кронштейны амортизаторов. В них амортизатор надежно фиксируется и вращается только по одной оси. Кронштейны заднего амортизатора легко заменить, так как он крепится на винтах, и я их уже заменил. Теперь мост не будет прокручиваться при старте. С передним же мостом пришлось повозиться, так как старый кронштейн пришлось спиливать. Ну а на сегодня все. Шасси я собрал, протестировал и доработал. В следующем ролике я напечатаю кабину, капот и багажник и установлю их на машину. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если видео вам понравилось. И спасибо за просмотр. Всем добра!